Всем привет! Любой украинец хотя бы раз в жизни слышал что-то о Киевском Подоле. Но мало кто знает, что в Харькове также существовал район под названием Подол. Более того, он существует и сегодня. Только вот название перестало использоваться. Площадь Павловская, улицы Кооперативная, Кузнечная и пересекающие их переулки, берег реки Харьков от Харьковского моста и до ее впадения в Лопань – вот он, Харьковский Подол. Предлагаю вам познакомиться в этом видео с историей одного из старейших районов Харькова. Как правило, в мирное время на территории крепости люди не жили. Здесь размещались административные и хозяйственные учреждения, соборная церковь. Собственно, жилые дома строили в прилегающих слободах. Поэтому уже в 1650-е годы, то есть практически сразу после строительства первого острога, началось постепенное заселение территорий между крепостной стеной и рекой Харьков. В 17 веке пригород окружала стена из дубовых кольев, хотя более надежной защитой выступали реки и болота. Согласно плану 1768 года по руслу реки Харьков находились 5 островов, 3 из которых располагались в районе Подола. Крупные острова имели собственные названия и активно использовались харьковчанами. Дмитрий Багалей и Дмитрий Миллер в книге «История города Харькова за 250 лет его существования» отмечали, что в XVIII веке Харьков состоял из городской части. Территория Университетской горки, где в XVII веке существовала крепость, непосредственно примыкавшего к ней предместья Подола, Захарьковской и Залопанской слобод. Естественной границей Подола является река Харьков. Только вот в 17-18 веках река выглядела несколько иначе, как, впрочем, и вся эта местность сегодня. В междуречии располагались также 6 озер, одно в районе Университетской улицы. В целом местность Подола была болотистой и довольно сырой. Практически каждую весну улицу Рыбную затапливали талые воды. Бывали случаи, когда местные жители передвигались по Подолу на лодках. Для борьбы с наводнениями укрепили берега Харьков и Лопань. Изменили их русло, а существующие болота осушили при помощи довольно специфического материала – навоза. Способ, наверное, не самый экологичный. В книге «История города Харькова за 250 лет его существования» Дмитрий Багалей и Дмитрий Миллер приводят описание течения реки Харьков в XVIII веке. Согласно приведенным ими данным, после Кузнечного моста река делала петлю в южном направлении, достигая современной Гольбгерговской улицы и возвращалась обратно. Ближе к городу располагался пролив, который называли Нетич. Между рекой и проливом как раз и находились острова. Про них я рассказывал в одном из предыдущих видео на канале. С конца 18 века река Харьков проходит по хорошо знакомому современному руслу. А вот название Нетич закрепляется уже за рядом болот и озер, оставшихся в районе Заиковки от прежнего течения Харькова. Существует и другая версия, согласно которой Нетичью называли рукав реки Харьков. Название его произошло от слабого течения. В середине 19 века второй рукав засыпали, и Нетич стала основным руслом. Поэтому иногда так называют также отрезок реки Харьков у впадения ее в Лопань. Еще 100 лет назад харьковчане страдали от размеров реки Харьков, а сегодня наблюдают, как с каждым днем уменьшается уровень воды и мелеют ее берега. В 17 и 18 веках строительство на Подоле происходило хаотично. Здания возводили, не заботясь об их красоте и правильной планировке. Между жилыми домами оставались пустыри, а и без того кривые улицы пересекали многочисленные тупики.
В это время застройка состояла преимущественно из деревянных низких хат-мазанок. Традиционно в одной половине такого дома жили хозяева, а вторая отводилась для размещения гостей. В XVIII веке здесь появляются каменные двухэтажные дома. С получением в 1768 году утвержденного плана строительства в Харькове и в частности на Подоле начинает приобретать организованный характер. Но свой современный облик район приобрел во второй половине XIX века. До сегодня в ансамбле улиц Кооперативной, Кузнечной и переулков, которые их соединяют, сохранились образцы архитектуры позапрошлого столетия. Длительное время Подол оставался одним из наиболее густонаселенных районов Харькова. Здесь селились казаки и мещане городской сотни, позже ремесленники и купцы. Последних привлекала близость к административному центру и главному городскому рынку на Торговой площади, сейчас Павловской. На Подоле был и свой собственный рынок, в первое время сенный, а с конца XVIII века рыбный. Число лавок с каждым годом только возрастало, а земли переходили в собственность к харьковским купцам. Значительная часть переулка, который сейчас называется Плетневским, в XIX веке принадлежала купцу Ломакину, затем купцам Костюрину и Боровкову. Одним из старейших строений Харьковского Подола является Троицкая церковь в Троицком переулке. До 2016 года переулок Ивана Дубового. Первый деревянный храм существовал на этом месте уже в 1659 году. В 1758-1764 годах недалеко от деревянной возвели новую трехкупольную каменную церковь с примыкающей к ней колокольней. Новое храмовое здание в неизменном виде просуществовало почти столетие. Если архитектура церкви не менялась, то внешний облик харьковских улиц претерпел ряд изменений. В частности, вымощенные камнем в начале XIX века улицы Подола начали возвышаться над уровнем площади, где стоял храм. Во время оттепелей и сильных дождей вода с Рыбной улицы затапливала церковь. Появившаяся сырость доставляла неудобства харьковчанам во время службы. Да и сам вход в храм напоминал спуск в катакомбы. Кроме того, значительно увеличилось население Подола, и существующая церковь уже не могла уместить всех прихожан. В начале 1850-х годов назрела необходимость в строительстве нового здания для Троицкой церкви, но планам прихожан помешала Крымская война. Из-за военной кампании 1853-1856 годов фундамент нового храма заложили только 7 июля 1857 года. На время строительных работ Троицкую церковь перенесли по предложению Марии Першиной в дом купца Андреева по улице Рыбной. Под обустройство временной церкви отвели лучший этаж дома. Автором проекта новой Троицкой церкви выступил харьковский городской архитектор, академик архитектуры Андрей Тон. Строительство продолжалось около 2 лет. Столько же времени заняли внутреннее оформление храма и отделочные работы. В конце XIX века по богатству убранства Троицкая церковь уступала только Успенскому собору. Освящение главного престола во имя Святой Троицы состоялось 24 сентября 1861 года. Новый Троицкий храм был трехпрестольным, что позволяло совершать священную литургию трижды в день. После 1917 года Троицкий храм прекратил свое существование, а в здании начала работу хлебопекарня. Кстати, здешняя выпечка пользовалась большой популярностью среди харьковчан, а ее аромат разносился по всем прилегающим улицам и переулкам. Только в 1992 году здание церкви передано епархии и в нем восстановлены богослужения.
Центральной и старейшей улицей Харьковского Подола является Кооперативная. Ее возникновение относится к концу 17 века, когда она называлась Подольской. Интересно, что за более чем 300-летнюю историю улица сменила несколько названий: Сенная, Рыбная, Лаврентия Берии, Кооперативная. Все названия, кроме, конечно, имени комиссара Госбезопасности СССР, отражают род деятельности жителей улицы. В 17-18 веках здесь торговали сеном, которое подвозили с Харьковских слобод. В середине 19 века на улице появились магазины рыбопромышленников, а в ее западной части появился большой рыбный рынок возле современного сквера Стрелка, где торговали рыбой. Рыбные ряды просуществовали на этом месте до 1960 года. В 20 веке на улице начал работу Центральный рабочий кооператив. Изменилось предназначение и других построек. Здесь все больше возникают финансовые и государственные учреждения. В 1915 году завершилось строительство здания для общества взаимного кредита мелких промышленников. Сейчас корпус Харьковского гидрометеорологического техникума. Автором проекта выступил архитектор Илеодор Загоскин. Хотя сегодня фасады здания несколько обветшали, но сохранилось множество декоративных элементов. Одна из старейших улиц как Подола, так и Харькова – улица Кузнечная. Первые жители появились здесь уже в конце 17 века. Активная застройка началась со второй половины 18 века с возникновением здесь кузнец, которые и дали название улице. Первоначально кузнецкие ряды находились на Сенной улице. Но соседство сена и открытого огня привело к пожару, и по решению городских властей кузницы перенесли ближе к реке Харьков. В застройке Кузнечной улицы сохранилось одно из уникальных зданий нашего города. На углу Подольского переулка и улицы Кузнечной в 1890-е годы по проекту архитектора Бориса Покровского построили Караимскую кинассу. В 1929 году здание национализировали и передали клубу-музею «Воинствующий безбожник», затем строительной организации. Только в 2006 году уже частично перестроенное сооружение кинассы вернули Караимской общине города. Про улицу Кузнечную вы также можете посмотреть большое видео на канале. Ссылка в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. Историю Подола и людей, которые здесь жили, сохраняют не только старинные здания с античными колоннами и вычурной архитектурой, но и названия переулков – Лопатинского, Плетневского, Костюринского. К примеру, последний возник в конце 19 века. Вернее, выделен из улицы Подольской и назван в честь купца Третьей гильдии, городского головы в 1853-1858 годах Сергея Костюрина. Купец сделал значительный вклад в застройку района Рыбной улицы. В 1861 году он предложил построить за собственные средства новые городские лавки. Благодаря Костюрину на Подоле вместо старых ветхих построек возник ряд современных каменных жилых и общественных зданий. С именем еще одного харьковского купца связано название Плетневского переулка. В середине 19 века промышленнику-купцу Третьей гильдии Роману Плетневу принадлежал медиплавленный завод. До сегодня в застройке переулка под номером 7 сохранился доходный дом, построенный в начале 20 века архитектором Гинзбургом для купца Михаила Ясного. Впоследствии домом владел харьковский купец Сергей Цетлина, пока в 1919 году здание не национализировали. Сегодня здесь размещается детская поликлиника. Примечательно, что с 1906 года по переулкам Подола начал курсировать трамвай.
Первая трамвайная линия проходила от улицы Петинской через Нетеченскую улицу, Подольский мост, Подольский и Костюринский переулки до Павловской площади. Время не стоит на месте. Харьков стал большим современным мегаполисом, построенным из стекла и металла. Шум большого города врывается на некогда тихие и уютные улочки. Постепенно исчезает старинная архитектура. И пока она окончательно не исчезла, нужно успеть почувствовать атмосферу старого Харькова, пройтись по улицам и переулкам Харьковского Подола.